Здорово, народ, это Робошоп. Начинаю серию видосов по тестам вот этих вот ЕСКшек, двигателей и прочих обновок. Короче, смотрите, таймлапс, наверное, будет. Как я переделываю и восстанавливаю квадрик. Ну, погнали. Так, дорогие друзья, короче, что я сделал? Я расключил ЕСК по питанию, я подключил их к контроллеру, и сейчас начинаю всю эту беду запаковывать в корпус. А также менять движки на, давайте для начала 1400 поставим, посмотрим, как сработает.
Итак, друзья, я заканчиваю почти установку двигателей. Все, движки я поставил. Сейчас осталось все расключить и будем тестировать. А я всю ту юзаю. А, одну и ту же? Да, я ее просто не разрываю. Вот ее. Не разрываю. Я экономист, блядь. Где чертов флюс? Что за ёб твою мать постоянно в этой лаборатории происходит? О, патроны для сигнальной ракетницы валяются, офигенно. А флюса нет ни хера. Ну это что за жизнь? Итак, облетаем наш квадрик. Осталось вот последний буквально двигатель опаять и все. Большая камера пока отдыхает, скоро перейдем на нее. Зацените, какой я аккум взял для этого, для всего дела. О-хо-хо. Просто пушка. Но это будем уже на 40 амперных. На 30-чках пока полетаем на слабеньком на таком. Короче, ребят, многие новички задают вопросы, а как правильно подключать, какая полярность здесь? Полярность никакая, это, блин, шаговый двигатель, а в зависимости от того, как вы подключите, будут вращаться двигателя в том или ином направлении, ну то есть вправо или в левую сторону. И если вы хотите поменять это, вам нужно всего лишь передернуть один из спинов. Можете просто передернуть, если хотите. Итак, ребята, продолжаем уже, соответственно, снова на классную камеру. GoPro поставляем в сторону. Ну, осталось закрутить, подконнектить. В принципе, недолго. Запускаю видос. Да-да, ребят, я в курсе, что это выглядит очень убого, но сейчас мы будем калиброваться, теститься. Надеюсь, все сработает с первого раза. Итак, друзья, через очень много-много пыток я смог это сделать. Вот, пожалуйста, смотрите, дорогие мои. Вот квадрик. Вот у нас тестятся наши 1400-е движки.
Я их откалибровал. И теперь они работают такие. Осталось теперь поменять немножко прошивку в ардупилоте, но это уже в следующих выпусках. Как видите, довольно шустро работают даже от 4С-ового аккумулятора. Но, надеюсь, завтра-послезавтра буду тестить. С вами был Робошоп. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, друзья.